Что нужно делать эмигранту в новой стране, чтобы ему были рады или как минимум не кричали «пшел вон, вали к себе». Привет всем! Сегодня хотелось бы поговорить на такую щепетильную тему. Это мигранты, их интеграция в общество страны, в которую они приехали. После того, как я выложил видео на этом канале, буквально недавно, может неделю-полторы назад, про нашу адаптацию, полугодовую адаптацию в Польше, очень много поляков посмотрело это видео, более 400 комментариев от поляков, и кто-то один из комментировавших предложил записать вот такой парадник, советы, просто высказать свое мнение, что нужно делать иммигранту для того, чтобы просто становиться как можно быстрее частью общества, если ты хочешь приехать сюда жить долго, или как минимум быть тем мигрантом, от которого не хочется скорее вот так вот отфутболиваться и посылать скорее домой, оскорблять, чтобы не было негатива. И вот всего вот этого, то, что происходит сейчас во многих странах, в Польше не исключение. На самом деле, лично для меня это супер базовая какая-то тема, и мне казалось странным, что это нужно проговаривать. А оказалось, что даже такие супер фундаментальные, простейшие моменты нужно проговорить, есть что сказать из своего личного опыта, потому что мы уже с 2013 года кочуем по миру, мы прожили 4 года в Таиланде, были там своего рода экспатами, мигрантами. Потом мы вернулись, жили в Беларуси, катались по Европе, жили год в Польше. Потом нас закинуло как-то на Бали, мы прожили на Бали 4 года безвылазно, хотели съездить на зимовку и так застряли. И теперь вот опять вернулись в Польшу. Каждый раз мы сталкивались с адаптацией, со сложностями, с интеграцией в некотором роде. И имея вот такой опыт, насмотренность на экспатов, на наших людей, наших, вот которых везде по миру поразбросало, и огромным количеством наблюдений из личного, длительного, большого опыта я сейчас поделюсь в этом видео. Надеюсь, это будет кому-то полезно. Хотелось бы начать с того, что это видео я изначально задумал и сделать через доброту, через любовь, через позитив. Я очень устал от ненависти, от негатива, от этих срачек в интернете. Больно смотреть и слышать, особенно здесь в Польше, как делятся на национальности люди, поддаются вот этой пропагандистским выпадкам со всех сторон. Неважно, откуда идет негативная и разделяющая информация. Главное, что она идет и делит нас, как нож в масло, вот так вот входит и разделяет. И мы, люди, которые когда-то еще считали себя очень близкими, мы являемся близкими, мы выглядим все славяне, поляки, украинцы, белорусы, россияне, мы выглядим все одинаково в большей своей степени, в большей части. Мы славяне, но сегодня почему-то так принято, чтобы вот насаждать это разделение. И я бы хотел вещать не через эту призму, а через призму простого, адекватного человеческого взгляда на жизнь, на людей, на доброту, на взаимодействие. И постараюсь сделать это как можно непредвзято, ни о ком не хочу сказать плохо и никого не хочу выделять каким-то образом. Буду просто говорить о своем личном опыте. Я думаю, это была важная оговорка. Надеюсь, у меня это получится. Начну с того, что огромное количество людей, переезжающих в другую страну, в данном случае сейчас я нахожусь в Польше, буду говорить о Польше, многие приезжие в Польшу и как другие мигранты, уезжающие в другие страны, как в Аргентину, в Грузию, в Испанию, в Штаты, в Канаду, там, по Европе, там, Британия, неважно куда. Очень многие люди почему-то так настроены, они как-то жили до этого так и настроены вот в момент переезда, миграции, что им там что-то должны. Это очень забавная установка, потому что я не знаю вообще, кто вбивает в голову это людям, потому что, как правило, даже в тех странах, откуда они уезжают, они поэтому и уезжают там, что они там, по сути, в большинстве своем никто. Так устроена вся система, что тебе там не то, что никто-то что-то должен, что только ты всем там должен. Должен кому угодно. Отечеству, родине, родителям, учителям, там, не знаю, всем, там, не знаю, главе района, всем, кроме себя должен. Люди от этого, скорее всего, в большинстве своих случаев уезжают, приезжают в другую страну, и очень часто они думают, что им там должны. И принимают как должное все виды помощи, пособия, размещения, трудоустройства, там, документы. И когда ожидания не совпадают с реальностью, люди начинают как-то, сразу негативно выплескивать все, типа, а вот что тут вот это плохо, работа не та,
не такая-то там работа, не хватает мне зарплаты купить себе квартиру. Понятно, что я утрирую, но просто страна, которая принимает, она все равно, предлагая какую-то помощь, она, конечно же, рассчитывает взамен не просто так, она рассчитывает получить какую-то либо рабочую силу, кто на что гораст. Если ничего не можешь прям в моменте предложить, конечно, тебе придется устраиваться на какие-то работы. Если ты можешь что-то предложить, ты предлагаешь это. Как многие люди, которые сейчас адаптировались, устроились онлайн, работают онлайн, и они устраиваются на хорошие оплачиваемые работы сразу при переезде. Либо кто-то работает на себя, как мы. Мы уже многие годы это делаем, и нам не приходится сталкиваться вот с такого рода проблемой, какое-то трудоустройство на работу, на которой нам бы не хотелось работать, потому что мы как-то сумели обустроить свою жизнь, чтобы добывать деньги онлайн. Но это не значит, что нам они даются легко или как-то очень много их. То есть мы просто делаем свое любимое дело, проходим тоже через огромные этапы трудностей, потому что работать на себя – это еще местами сложнее, чем на кого-то, потому что ты пришел на дядю собирать там ягоды какие-то или на завод. Вам сказали от А до Я, ты это сделал, и ушел работать. Все, зашел в жабку, там, купил себе еды, пивка. А когда на себя, ты думаешь об этом 24 часа в сутки. Вся ответственность 100% на тебе. Никто за тебя ничего не решит, никакую зарплату тебе, никакой больничный тебе никто ничего не даст, если ты сам не будешь делать. И это, конечно, отпугивает много людей. Они выбирают там в моменте работу на кого-то. Это неплохо. Это нехорошо, это так есть. У каждого свой путь. Рано или поздно кому-то надоедает, как мне, потому что я тоже работал физруком 6 лет. Вот, это я просто так молодо выгляжу, на самом деле я не очень уже молодой. Вот, очень давным-давно, еще 15 лет назад, я закончил свой 6-летний путь. То есть это 20 лет назад я начинал работать физруком за $200. И это была нищета, это была бесперспективность гигантского глобального масштаба. Мне надоело, я поднял свою жопу и пошел что-то делать. Начал искать работу онлайн, там весь этот путь прошел от неудач до успеха какого-то, были взлеты головокружительные, были падения. Но вот то, с чем это сопряжено, я уже сказал, ты постоянно 24/7, 365 дней в году думаешь о том, что вся ответственность на тебе. А теперь, когда у нас двое детей, когда у нас двойней, эта ответственность просто в геометрической прогрессии, она возросла и просто обвалилась мне на плечи. То есть я еще больше об этом думаю. Да, по кайфу где-то вставать, когда хочешь, вот, но имею ли я возможность? Оно так выглядит всегда. И вот особенно, когда мы жили в тропиках, там на Бали 4 и в Тае тоже, мы долго просто провели там. Многим людям казалось, представляли нашу работу, вот как сейчас в рилсах обрисовывают. Там валяешься под пальмой, работаешь. Нет, это была местами тяжелая, изнурительная работа. Да, конечно, между этой работой мы тусовались на пляжах, все, но там такая жизнь уже была, что мы там месяцами до пляжа не доходили. Короче, это отдельная история. Смысл в том, что ни там, ни здесь, ни где-либо никто за нас ничего не решал, и нам никто ничего не должен был. И вот пока я это не осознал, пока ты сам не начнешь, ничего не начнется. В общем, такая история. Поэтому приезжать куда-то и ожидать. Вот самое болезненное – это когда твои ожидания не совпадают с реальностью. И это проблема вообще человечества в целом. Слишком много ожиданий к партнеру, к друзьям, к детям, к обществу. Вот эти ожидания ты вот выставляешь к президентам, к руководству. Ну а сам ты что делаешь? Вот знаете, вот эти вот люди, которые, вот этот чувак из нашей Раши с телеком разговаривает. У него все вот там, вот все вот такие, а сам что? А сам, клоун получается. Так вот, просто пока этот сам клоун вот из нашей Раши не начнет что-то делать, вместо того, чтобы с телеком базарить, так у него ничего не будет. Это же, на самом деле, это база. И поэтому меня немножко иногда удивляет, когда я вижу, что люди действительно ждали чего-то большего, и как-то это не совсем, что ли, так здравый взгляд на жизнь. Вот приезжают в Польшу, они думают, что слишком тут работы сложно или еще. А какая она должна быть? Какая должна быть тут работа? Но почему поляки должны кого-то ждать с распростертыми объятиями и говорить: о, здравствуйте, ребята, смотрите, вот вам пособие, вот вам помощь, вот вам безопасность, да, с этого начнем, вот вам все, где есть спать, вот вам какие-то помощи, бесплатные проезды, вот вам то, вот вам все, и вот вам работа, на которой будете зарабатывать больше, чем поляки.
Почему? Почему так должно быть? Это же нереально. Это же странно этого ожидать. Понятно, что поляки в своем государстве будут в более лучшем положении. Это как бы база. И мы смотрим, что произошло вот с теми государствами, с Германией, с Британией, что там с этим миграционным кризисом вообще творится, когда люди абсолютно оторваны от реальности, приезжали из стран, где не имели ничего, а тут им давать все, давай, так и никто не начинает ничего делать. А зачем? Ну вот реально. Еще там это колоссальное вот это противоречие ментальности, если мы еще люди из Беларуси, Украины, России и поляки еще где-то как-то, мы славяне, мы как-то все равно, у белорусов и поляков вообще одно общее, там это Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, то есть эти земли туда-сюда постоянно, туда-сюда ездили, тут еще черт ногу сломит, где чьи земли, да, споры постоянно, мы все равно ментально друг другу близки, и мы можем это все понимать, но когда вот там что творится, это вообще просто, когда арабы, африканцы приезжают, им все дали, и все, и они привыкают, ты же потом не заставишь никого это все делать. Ну, в общем, ожидания должны быть абсолютно, адекватными. Нужно понимать, что будет тяжело, что будет непросто, но самое главное, если мы приезжаем сюда за возможностью и безопасностью, то это дается. Мы это берем, используем и дальше уже прикладываем усилия. И когда ты начнешь это делать, то и местные к тебе будут относиться вот к теме ролика, да, и местные будут это видеть и будут это уважать, а не кто, когда ты берешь, и потом там что-то гадишь им там, или говоришь, что они там мало дали. Вот, это просто поразительно. И плавно переходим ко второму, вот о чем я хотел говорить, это благодарность за вот эти возможности. Это не значит, что надо бегать, орать и кричать всем спасибо, целовать всем руки и кланяться в ноги. Не надо. Молчаливая просто благодарность, это уже много значит. Просто с благодарностью молча принимать то, что дают. И уже из этих возможностей раздувать самому себе что-то. Много историй здесь в Польше. Люди приезжают, устраивают бизнесы. У всех сложные пути, понимаете? Нет простых путей нигде. Если кто-то видит какую-то картинку блогеров, вот это блогерство и инстаграмные вот эти пластмассовые жизни, во что не превратили мир? В мир просто сломанных судеб, разбитых жизней, потому что все смотрят на какого-то этого пластмассового успехаря и думают, что все легко. Попробуйте, сделайте. Нет ничего простого, не бывает. Поэтому просто если приехать сюда, брать возможности, быть благодарным местным, это я сейчас говорю не только про поляков, а вот в любом месте, где что бы ни давали. А поляки дают, если говорим конкретно про Польшу, то они-то ведь реально дают. Нужно как-то очень трезво смотреть на вещи и понимать, что эти пособия платят. Простые поляки, соседи, которые вас окружают, это они вам платят. Они тут работают, живут, родились из поколения в поколение, платят налоги, и эти налоги дают иммигрантам, чтобы иммигранты просто там прожили какой-то период, чтобы было что есть, пить. И это самая базовая вещь, поэтому есть за что благодарить. Ребята в такси просто, мы едем, как обычно, таксистам скучно, хотят поговорить. А мы для них рабочая сила, а мы там для них то, а они нас тут эксплуатируют. А кто мы для них должны быть? Я не понимаю, кем мы должны для них быть? Я зато знаю других миллион историй, когда сюда хлынуло большое количество мигрантов, люди селили мигрантов в свои дома бесплатно. Я знаю лично людей, дружу с ними, которых селили, которым дали все, забили холодильники едой. Там они были благодарны, потому что мои друзья адекватные, супер ребята, говорили, что мы хотели заплатить за коммуналку. Поляк сказал: нет, я все заплачу. И отдал еще какое-то там свое пособие, которое выдается там за мигрантов вот тому, кто помогает поляку. То есть он сам платил коммуналку, бесплатно пустил, кормил, и еще это пособие дал на карман людям. И кто-то еще говорит, что вот они там нас эксплуатируют и то еще. Вот это мне очень непонятно. Я не понимаю, зачем это делать. Также тут знаем историю вот в Варшаве. Я уже упоминал в каком-то видео, что заехала семья, ее пустили бесплатно жить. Через 4 месяца сказали: ребят, уже 4 месяца шло, давайте, может, что-нибудь там, работка как-то, хотя бы коммуналку. Сказали хозяйке: до свидания.
Хозяйки сказали «до свидания», закрыли дверь и год не пускали хозяйку на порог, а выселить с полицией не могли. Это что такое? Ну, что это такое? Я не понимаю. Для меня это как бы... это за гранью какого-то просто человеческого понимания. И печаль в том, что таких историй действительно много, их немало. И вот они показывают уровень неуважения к хозяевам страны, которая вот с распростертыми объятиями приняла людей, у которых беда. Селили, кормили, помогали, кто как мог, там пособия какие есть, но это все есть. И получив взамен вот такое отношение, конечно, они озлобились. Это вот просто если взять два соседа, у одного соседа пожар, стучится к тому, у кого нет пожара, этот его пускает к себе. Говорит, да, конечно, давай сейчас вызовем пожарную, пускай они там тушат, заходи, разувайся, прими душ, покормим тебя, сейчас пошел стелить тебе постель. Возвращается, а этот, которого впустили, нагадил прямо в центре прихожей. А представьте, что вы вот себя представьте на месте вот этого хозяина, который впустил такого гостя. Вот напишите в комментариях, вам понравится? Кому понравится? Мне немножко неловко, что я даже это проговариваю, потому что, как бы, что проговаривать? Это то же самое, что обсуждать, что воздух – это сочетание газов, благодаря которому мы поддерживаем жизнедеятельность. Поэтому, конечно, если не уважать правила другой страны, в которой вы мигрируете, так и отношение к нам будет такое же. А вообще, поляки, они на самом деле очень отзывчивые и добрые люди. Это я на своем личном опыте уже проверил. Вот, мы год жили с 19 по 20 год, и сейчас вот живем полгода. Сам приходишь первый, улыбаешься, вежливо, просишь, пытаешься говорить на языке, это сейчас мы дойдем до этого, да, вот, и все отзывчивые. Я вот не знаю, конечно, можно встретить негатив, но давайте так, назовите мне одну страну в мире, в которой вы не встретите негатив. Даже вот даже в Тае были тайцы и балийцы, считаются супер там вежливые, там такие супер улыбчивые. Вы там тоже встретите негатив. И тоже там есть и националисты, и которых бесят эти мигранты, фаранги, экспаты, буле, как они там нас только не называли. Поэтому, мне кажется, просто нужно уважать, первому идти с открытым сердцем, с благодарностью, с уважением. И они отвечают, они очень круто идут тебе на контакт, помогают. И вот повторюсь, я вот рассказывал в этом видео про полгода в садиках, в ужондах, говорили, что все такие злые, они там сидят. Не знаю, сегодня забирал документы на детей, поздоровался, улыбнулся, пожелал милого дня. Все, конечно, они там, работа такая, не нравится, может, кому-то сложная. Не знаю, все, улыбнулся мне в ответ, все, что молодой чувак, нет проблем. И повторюсь, что я не исключаю, что есть какие-то проблемы, они везде есть. Везде есть. Мы не нужно жить в каком-то, в царстве единорогов и розовых пони, не знаю, которые бегают и какают радугой на всех. Нет такого. Нет такого нигде, ни в какой-то стране мира не будет супер идеальной такой утрированной утопической картинки. Вот, но здесь, если ты, как приезжий, ведешь себя достойно, вежливо, вот, просто по-человечески, не надо ничего больше, Господи, просто по-человечески, просто, то и к тебе будет отличное отношение, хорошее отношение. Да, где-то словишь, где-то приехали, да, кто-то там погрубил, кто-то хмуро сказал, окей. Так что хмуро сказал? А в наших странах как ворчат. В магазине стоишь на кассе, если что-то там кошелек не можешь достать, или тебя готовы испепелить, сгнобить. И я не говорю, что там у нас тоже все плохо, и здесь все хорошо. Я так не говорю, чтобы вот опять же, есть же люди, которые уцепятся за это и будут раздувать из этого. Нет, у нас тоже много классных людей, позитивных, классных, счастливых, вот, но много несчастливых. И здесь много несчастливых. Но в основной своей массе все здесь круто, если с уважением относиться к этим людям изначально. Потому что мы приезжие, мы в гостях. Когда приходишь в гости, надо не забывать, что ты в гостях. Это относится к языку, конечно. Как показать любому местному, что ты стараешься и ты хочешь как-то, не знаю, расположить к себе, это просто учить язык. Особенно, если приезжаешь на длительный срок. Главный язык польский, английский, то есть второстепенный, хотя, тоже здесь не очень распространен. Особенно старшее поколение может его не знать. И никто не обязан говорить с нами на нашем. Я вот первые дни в садах там не мог даже там вспомнить их польских слов. Все говорили, да не переживай, давай там на ломаном русском со мной говорили.
пытаясь помочь. Это было у меня, я не придумываю. Это так и есть. Потому что я не заходил с ноги, там нет, вас слышу, и я тут буду решать, на каком разговаривать. Слышь ты. Если так делать, то тебе скажут, кто тут что решает, и объяснят, конечно. Но несложно же с бэкграундом белорусского и бэкграундом украинского, где очень много схожих слов, но несложно же выучить для магазина и кафе просто 5, 6, 10, 15 предложений. Просто чтобы местные, просто услышали твое старание. Это же несложно. Зачем вот с ними разговаривать так прямо нарочито на своем, чтобы нет, пан, ты будешь мне сейчас тут со мной на моем говорить. Людям будет не нравиться. Это как бы нормально, мне бы тоже это не нравилось. А вам бы нравилось самим? Вот напишите в комментариях, если бы к вам домой приехали и разговаривали бы с вами на своем, а вы и хотели бы, чтобы вы учили язык, чтобы разговаривать с приехавшими на их языке. Напишите, вот будет интересно. Такие моменты, конечно, вызывали и будут вызывать неприязнь и даже агрессию. А к слову про агрессию. Кстати, про агрессию в сторону мигрантов. Что я заметил вообще, путешествуя по всему миру, вот уже долго, больше 10 лет, что самые токсичные интернет-сообщества, прям злостные, желчные, это русскоязычные. Это вот наши. Кстати, это очень крутая иллюстрация. Вот, пожалуйста, этот фильм про полгода жизни здесь. Он раздался полякам, хорошо, его повторюсь, там 400 комментариев поляков. Из 400 комментариев примерно 5 только таких странных, и то какие-то тролли, типа там в рации до себе, может, не знаю, 3 или 5 раз какую-то ерунду написал, типа вали к себе, там что-то. Это похоже вообще даже, может, и не поляки, просто по-польски. А вот негатив был, отгадайте, на каком языке? Его было там вообще немного, но отгадайте, на каком языке. Вот, и это просто поражает. Вот как можно назвать поляков русофобами, когда ты просто что-то заходишь в комментариях, и тебя поливает грязью на русском. Блин, я не знаю, это очень забавно. И это наблюдалось, повторюсь, вот во всех странах, где мы жили. Мы слышали это от людей, от друзей в Аргентине, в Канаде, в США, вот, в Испании тоже от знакомого слышал, в Лондоне тоже, что вот самое токсичное вот сообщество. Это тебя просто, ты заходишь, спрашиваешь что-то, я помню, было в Таиланде, заходишь, что-то спрашиваешь, а тебя уже просто испепеляют и расчехляют свои какашкометы и уже просто забрызгивают просто из одного факта твоего существования. А ты просто спросил, ребята, я вот только новенький приехал, а где тут там документ там сделать? А они же там типа, знаете, вот это вот потому что я-то уже свой, слышь, я тут уже 4 месяца живу, я уже это мой остров. Зачем? Читаю комментарии поляков, и 400 комментариев, типа, да ты нифига тут не чужой, да не переживайте, вы тут свои, классно, добро пожаловать. Миллион просто там положительных слов. И честно, это очень трогает. Это просто шикарная иллюстрация того, что на самом деле, какой народ здесь. Очень гостеприимные и очень отзывчивые. И друзья у нас тоже остались еще с прошлого периода жизни, уже здесь тоже обрастаем. И хозяева в этой квартире, и просто тоже молодые поляки. Просто общаемся с ними, как будто у корешей своих сняли. Просто там что-то там даже пытаются, просто пишет мне недавно хозяйка: ребята, я там знаю, там у вас электрическая плита, наверное, жрет столько электроэнергии, давайте я вам закажу новую, поставлю, чтобы она, вот я увидел, она будет экономить. А мне неудобно. Говорю, да не надо, типа ради нас мы тут типа, там до весны живем. Не надо, это нормально, справимся. Отношение человеческое просто. У женщины, с которой снимали вообще жилье, когда только переехали сюда с двойней, в Белостоке жили, до сих пор дружим. Вот я недавно ездил в гости, и мы встречались. Дружим. Встречаешься, обняться хочется. Просто простое человеческое общение. Это же прекрасно. Это то, что делает нас людьми вообще, в принципе. Понимаете, вот счастливые люди, размазывать везде, вот доставать изнутри вот какие-то вот испражнения какие-то ментальные, размазывать вокруг по стенам не будут. Просто потому, что у них нет этих ментальных испражнений внутри. А это делают просто люди, которые сублимируют свое тотальное несчастье. Им нужно куда-то это выплеснуть. И это грустно, что люди наши вот живут в своих странах вот в таком напряжении, затюканные всей системой, историей, вот это вот то, что там в наших странах творилось. И сейчас вот это пытаются как-то
распространять по всему миру. И, ну, это грустно. А поляки совсем другие. Они ментальностью вообще очень отличаются. Они уже европейцы, у них принцип мышления другой, они более свободолюбивые, им не плевать вообще на все, что происходит вокруг. И вот в этом они... Вот прикольно. А мы вроде очень близки, но в то же время между нами пропасть большая. Подытожить это видео хотелось бы простым умозаключением, что если ты хочешь, чтобы к тебе как мигранту, как приехавшему, как иностранцу относились с уважением, тоже нужно просто заезжать в место, куда ты заезжаешь, с уважением и с открытым сердцем. Все. Все очень просто. Все, что нужно, это просто быть человеком. Вот ни больше, ни меньше. Уважать местные правила, местных людей, законы, традиции, пытаться развивать, там, строить себе дорогу самостоятельно, уже имея вот эти возможности, которые даются. Вот и все. Все остальное тоже прикладное и очень там местами индивидуально. И у меня еще есть целый список, с какими сложностями встречается мигрант на нашем опыте, вот именно при переезде в Польшу. Возможно, я запишу это отдельное видео об этом. Там это жилье. Ну, жилье, да, мы тоже рассказывали. Кто-то ищет сам, кто-то вот с агентствами. Вот мы нашли, у нас есть классная подруга-агентка. Контакты в описании. Пожалуйста, по Варшаве найдет вам жилье. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь. Будет еще много классного контента. Я вообще сам профессиональный видеомейкер и очень люблю делать такие классные, не просто влоги, а классные фильмы. Планирую сделать много выпусков о Польше, о путешествии, о там традиции, про религию. Сейчас вот еще будет про Рождество. Все, спасибо за внимание, увидимся в новых видео. Пока-пока.